Я буду дегустировать кофе по-турецки. Кепочку-то я достал, а вот, да. Вот а она. Вот очки, мои любимые, упали на выступ, на который уже залезть нельзя. Из-за болезни ребенка у нас все отменяется. Всем доброе утро. У нас сейчас завтрак. Солнце уже с утра такое светит. Да, мы потом еще походили там. Good morning. Мы попросим его в эту две долины, три долины свозить. Опа, и нет картошки. Наш отель с другого ракурса вам покажу. Наш путь сегодня лежит в Артахисар, небольшую и очень красивую деревню. И сейчас буквально с дороги будет видна крепость Скала, ее высота 86 метров, и в хорошую погоду отсюда можно увидеть вулкан Эрджис, который возвышается в 70 километрах отсюда. Мы приехали в Артахисар, это небольшой поселок, где рядом с главной площадью есть вот такой вот монолит скалы, огромный, глыба скальная. И он весь испещрен ходами. И если подойти поближе, он напоминает пчелиный улей. Вот такой классный кофе на углях нам приготовили здесь, в Артахисаре. Я буду дегустировать кофе по-турецки. А Алиса что дегустирует? Дочь. А Алиса забрала у мамы 2 конфеты. Мармеладки забрала? Да. Вкусные? Ну, судя по тому, как она увлеченно жует, то да. Вкусные конфетки? Давай. А еще здесь, в Артахисаре, очень много пещер, и в них сейчас, в наше время современное, сделали хранилища для овощей, для цитрусовых, для грейпфрутов, для мандаринов, для лимонов и для апельсинов. Их привозят сюда зимой, складывают, они там на холоде лежат, и потом летом их развозят по всей Турции и продают. Мы объехали крепость с другой стороны и сейчас попробуем пробраться внутрь и походить по всем этим лесенкам и помещениям пещерным. Найти запасы апельсинов и мандаринов. Они не в этой крепости хранятся, а вообще в этом поселке. А вообще сама вот эта вот скала называется Сиври-Кая. Зачем тебе камушек такой большой? Бросай, пойдем. Бросай. Идем, идем. Позади меня вход. Пошли, догоняй. Догоняй, давай руки маме, давай. Вайн-шоп. Вход стоит 5 лир. Ну, Алиса, бесплатно. И здесь есть вот такие вот страшные лесенки. Я малую тут не затащу, конечно. Здесь эхо такое и прохладно. Мы пришли. Давай. На этом наш поход закончен. Но потому что по этой лестнице я с ней не полезу. Бери на руку. Какая стрёмная и страшная лестница. Просто какая-то гигантская высота. Вниз лучше не смотреть. Ай-ай. О, боже. Фух.
Бабайка. Крепость была закрыта для туристов 6 лет назад, так как находиться внутри было опасно из-за возможных обвалов. А сейчас реставрационные работы почти окончены, и вновь сюда приезжает народ. А кто пойдет наверх? А Алиса пойдет наверх? В общем, эта часть уже там внизу стоит табличка, сюда уже вход запрещен. Так что Алиса Геннадьевна с мамой остались там. Я решил разведать, что в запретной части. Наверное, я думаю, что это все. Это уже верх скалы или горы. Да. Хотя вон выход туда есть. Сейчас попробуем его найти. Я думаю, что вот это и есть последний пролет. И вот она, вершина крепости. И вот такой вот вид с нее. Вот там вот мы пили кофе с утра по-турецки и смотрели на эту крепость. Какая-то страшная высота на этой лестнице просто. Ножкой стукнулась чуть-чуть, да? Так, а дальше мы тебе даем папе, потому что лестница опять. Идем в винный подвал. Опа. Зашли сюда вглубь, а здесь пещера, и в пещере такой винный погребок. Холодно очень. Ну, так и должно быть, в принципе. Да, давай оденем кофту, давай. Нет. Смотри, здесь еще один зал. Еще? Ого. Я не знаю, темно, будет вам видно или нет. Но очень круто. Привет. Черника. Гранат. Что? Я решила попробовать. Может быть, куплю бутылочку вина граната. Ой, а это нельзя. Что? No. Ну, это сухое такое, я не очень люблю сухие вина. А sweet? Sweet. Sweet? Yes. Бери орешек, хочешь? Да. На тебе мама даст орешек. Держи. Sweet получше будет. Was sweet. Red, yes. Red wine. And have you white. White wine and sweet white. Купили мы вот такую бутылочку вина. 100 лир она здесь стоит в этой пещере. Ну, конечно, в магазине дешевле, мы это понимаем, но уже взяли здесь. Показала я вам отсюда, потому что у меня оно в пакете. И вот такой вот коробке. Все, идем. Пошли. По дороге в Ürgüp мы остановились на смотровой площадке «Три красавицы». Сейчас мы пройдем дальше. А вот здесь есть воздушный шарик за 5 лир фоточка. Можно было и не летать мне сегодня утром. Нет. А сюда приехать постоять, да? Не, 5 лир это рядом, а в кабине 25 лир. Точно, я не увидела. Давай идем, давай руки маме. Пошли. Ну тогда догоняй, догоняй. Вот такая деревянная дорожка наверх, вымощенная. И вон там наверху еще одна смотровая площадочка, много локаций. А вечером это все красиво очень подсвечивается. Что видно? Черепашку. Потому что, чтобы что-то было видно, нужно бросить сюда 1 лиру. А у меня нет такой копеечки. Можно посмотреть и так.
вообще очень сложно представить, как природа могла сделать вот такие верхушки у этих скал. Они плоские, как будто лежат на этом конусе. Я сразу сказал, что это гуманоиды. Потому что, обратите внимание на вершины гор в Каппадокии. То есть, если везде горы остроугольные, то в Каппадокии они идут все ровные, как спиленные. Причем есть одна гора, вот там вот я сегодня видел, она идет ровная, потом под 45 градусов спил, опять ровное плато, под 45 градусов спил, опять ровное плато. Но не могла природа так вырезать вершину горы. 100% гуманоиды. Столько сувениров в виде башенок, Каппадокии. Красиво. Как же мне нравятся вот эти воздушные шарики стеклянные. Купили мы вот такой набор турецких чашечек для кофе и блюдечек за 10 баксов. И еще в подарочек вот такая чашечка для Аси. И едем мы дальше. Вот здесь вот возле смотровой площадки «Три красавицы» очень классный сувенирный рыночек. Цены очень такие демократичные, я бы сказала, даже недорогие по сравнению с другими местами. И очень большой выбор. Вот всем советую покупать сувениры здесь. Ну, понятно, что в центре Георгиева тоже у нас много сувенирных магазинчиков нормальных. Но здесь мне очень понравилось. Едем мы в Ургюп. Ургюп! Ургюп-Кале! Еще несколько километров, и мы в Ургюпе. Мы приехали в Ургюп и сейчас будем гулять по улочкам старого города. Здесь есть такие красивые места и панорамы, красивые домики в скалах. Вообще все так необычно. Очень много сувенирных базарчиков. Осторожно. И Алиса, конечно. Еще во времена сельджуков и до конца Османской империи самым крупным городом в Каппадокии был Ургюп. А кому-то нужна водичка, да? На, мочи ручки, только вся не мочись. Помыла? А как он назывался до этого? Бахшисар. Да. Опа! А вот здесь мы сейчас застрянем, да? Иди посмотри. Это ослик, это не лошадка, папа. Она думает, что он настоящий. Не надо в нее кидать, ты что? Ты что, ослика нельзя обижать? Идет гладить. Давай с папой. Боишься? Давай с папой. Вон папа тебе поможет, давай. А гром гремит уже где-то. Будет дождь. Не страшно. Смотрите, какие тучи набежали неожиданно. Сейчас гроза начнется, я думаю. По размеру Ургюп лишь немного больше Георгиева. Но на сегодняшний день именно это место стремится завоевать главный город Каппадокии, как было раньше во времена Османской империи. Хочет стать главным местом в Каппадокии. Здесь очень много отелей, есть современные отели, есть пещерные. Все пещерные отели древние, они находятся вот в историческом центре, в старом, где мы сейчас идем. А Алиса хочет ножками. Ой, давай. Вот вход на какую-то террасу. Здесь их очень много вообще в Каппадокии. Смотровых площадок. Viewpoint. Надо убегать. Дождь. Порывом ветра унесло панамку Алисы. Мы с Алисой спрятались от ветра в норке и ждем папу, пока он спасет нашу панамку. Я ему говорю, брось уже ее нафиг, не надо туда лезть. Нет, он все равно полез. Там вообще ветер сдувает. Да, склон отвесный. Упала шапочка. Мы сейчас хотим, пока дождь не начался, добежать до машины быстренько. Ты испугалась? Да, немножко. Алиса испугалась.
Мы спрятались в укрытии, пережидаем непогоду. Ждем папу нашего. Достанет он нашу шапочку или не достанет? Как ты думаешь, достанет папа шапочку? Алиса боится, когда ураган, ветра боится сильного, сразу плакать начинает, прижимается. Кофту не взяли. Вот ветер утих немного, не хочу возвращаться назад, но ждем Гену уже минут 20, а его нету, а возвращаться нам далеко. И я так понимаю, что он не оставил затею достать эту панамку, и это капец. Мы дождались папулю. Кепочку-то я достал, а вот, да. Вот а она. Вот очки, мои любимые, упали на выступ, на который уже залезть нельзя. Это была замена, Мы да? уже с этим стойком ходили и снизу, и сверху, и сбоку. Рокировочка, кепка на очки. Да, очки жалко, вот. Ну все, зато у Алисы есть ее шапочка новенькая. Я ее только купила перед выездом сюда. Непогода утихла так же быстро, как началась. Солнце опять тучи разогнало. Ну такая переменчивая здесь вообще погода вещь. Так что мы не уезжаем, идем Да, гулять мы дальше. идем дальше, потому что мы уже хотели в машину бежать. Думали, что гроза и ливень пойдет, а его уже нет. Вот эта скала рано или поздно рухнет. Она уже такая вся еле-еле держится, мне так кажется. Еще так, как они выдалбливают там снизу. Смотрите, какие ворота мы нашли. Идем посмотрим, что там внутри. Ух ты! Алиса, кто там? Ко-ко-ко! Смотри, а то клюнет. Близко не подходи. Она уже спит, бутылка выпадает, она ее назад вставляет. Мы сейчас приехали в город Аванос, и это центр керамики и гончарства. Здесь, в Аваносе, куча гусей живет. Можно купить булочку в магазине, вот как мы сделали, лепешечку. И Алиса кормит. Ой, Алиса кормит, молодец. А они идут и идут. Вон они все к нам. Ой, еще и сидят, ругаются. Ой, ругаются. На маленькие кусочки, кидай. Ой, ругаются. Дерутся, прямо дерутся. Кидай. Такие они громкие, да? Вон там посреди реки есть такой островок, и там они обитают. Дося, вон маленький гусенок. Бросай. Вон бросьте маленькому гусенку. На. Кидай. Маленький. Вон маленькие два. Маленькие два голодненькие. Ура! Алиса кормит. Кря-кря. Вот еще одна интересная локация Аванос. Это вот такой подвесной мост. Он раскачивается, сейчас по нему пройдем. Иду, догоняю. Не говори, не делай. Шатается нормально. Малая боится. Алиса по мостику идет с папой. Наши планы прервались, потому что
У Алисы поднялась температура 38. Мы сейчас срочно возвращаемся в отель. Будем давать жаропонижающее. Я не знаю от чего, я уже нервничаю. Я надеюсь, что обойдется, ничего страшного. Наверное, перегрели где-то на солнышке. Ее утром, когда она без панамки бегала, я не хотела ее надевать. Прошло 6 часов, уже наступил вечер. В обед из Иваноса мы вернулись в отель, напоили Алису, сбили ей температуру. Она активная, но меня всегда пугает, когда у ребенка высокая температура и нет ни насморка, ни кашля, ничего. Приехали на смотровую площадку. Red Valley, Красная долина. И вот люди заняли места, хотят встречать закат. Но у нас сегодня тучи. Очень сильные тучи. Я не знаю, будет ли вообще видно солнце. Здесь красиво очень, но, конечно, никогда такая пасмурная погода. Ну, такой у нас сегодня вечер, немножко грустный, потому что я переживаю, чтобы малая температура не вернулась. Даем парацетамол. И посмотрите только на эту высоту. Высота, конечно, вообще гигантская. Здесь обрывы. Да, там цветочки. Может быть, мы здесь что-то покушать закажем. Температура у нас опять поднимается. Вышли здесь из дома, буквально пару километров. Отъехали в эту долину. Ну, переживаю, сейчас посмотрим. Мы сейчас в этой Красной долине, поднялся ветер очень сильный. Мы ушли со смотровой площадки, потому что у Алисы температура. Сейчас, наверное, поедем домой. Заката солнца у нас сегодня не будет. Главное, чтобы наш ребенок был здоров. Чтобы температура упала, чтобы завтра это все не повторилось. Я сегодня расстроена этим вечером, ну, психологически. Ну, такое двоякое впечатление от сегодняшнего дня. Алис, как у тебя дела? Доця, как у тебя дела? Улыбается. Убежали мы с Алисой со смотровой площадки, потому что просто опустился ливень вот такой вот стеной. И вон там где-то закат солнца, который мы сегодня, к сожалению, не увидим. И вообще, вот для меня сегодня этот вечер, ну, какой-то негативный. Вот именно такой, как показала Алиса. Негативный, я расстроилась. Я сломала свою селфи-палку, дождик, да, напополам. Пошел ливень, и самое большое мое расстройство из-за того, что у ребенка температура высокая, мы сбиваем. Алиса там. Да, она поднимается, ну, вот это самое большое. Остальное все мелочь и неважно. Я надеюсь, что завтра у нас будет новый день, да, пап? И завтра все будет хорошо. Папы, да. Ну, Мама расстроилась. Мама плакать будет? Алиса не будет. Алиса хорошая. Ну, короче, такой вечер у нас. Поедем сейчас где-то поужинаем, ну и домой уже будем смотреть ночью, как у нас пойдут дела. Надеюсь, что до страхового случая и до вызова врача у нас сегодня не дойдет. Тести кебаб мы сейчас будем кушать. Пока я ходила в аптеку, искала лекарства на ночь, жаропонижающее для Алисы. Она уснула в машине, поэтому в Султан сегодня мы не едем, хотя мы собирались там ужинать и забронировали столик, но сегодня из-за болезни ребенка у нас все отменяется. Возьмем вот здесь вот такой горшочек, потери кебаб. Поужинаем, наверное, у нас в отеле, я не знаю, ну, потому что сидеть в ресторане мы сегодня не можем, малая в машине.